Татьяна, очень нравится первая модель, но у меня никак не получается обозначить раппорт этого узора. Обращалась к вязальщицам-блогерам, но и там тишина. Может, вы покажете мастер-класс этого прекрасного узора. Буду премного благодарна. Вот такой комментарий я получила от Елены на вот эту жилетку. Здравствуйте, мои дорогие зрители! Давайте разберемся с этой моделью прекрасной, действительно эффектной жилетки. Вяжется на самом деле она очень легко. Единственное, нужно понять схему и как ее вязать. В общем доступе я нашла вот такую схему к этому узору. Схема действительно соответствует. Если мы рассмотрим картинку, мы видим, что идет 3 дырочки у нас по низу шестиугольника, 4, простите, по боковой его грани. Теперь давайте рассмотрим поближе эту модель, чтобы понять, как же расположены эти шестиугольники. Фото не очень четкое, но достаточное для того, чтобы составить схему и повторить данную модель. И не знаю, насколько хорошо будет видно. Фотографии на листочке у меня этой модели нет. Буду показывать на телефоне. Вы можете просто увеличить картинку с экрана и вместе со мной тоже рассмотреть. И вот мы видим, что сам жилет состоит из одинаковых шестиугольников. Все шестиугольники собраны в такие вот ромашечки, где по центру идет один вид узора, а вокруг чередуются два других узора. И вот на примере вот этой ромашки мы будем с вами разбирать. По центру ромашки идет рисовый узор, а лепесточки идет лицевая и платочная гладь, чередуются. И вот, рассматривая схему, которая есть, здесь все верно. Единственное, что здесь не учтено, расположение всех этих лепесточков, потому что на данной схеме они не чередуются. Но это очень легко исправить и подстроить под свое изделие. Рассмотрев узор и провязав образец и рассчитав количество нужных раппортов, я составила вот такую мини-схемку. Просто нарисовала прямоугольник, где самое большое количество узоров по ширине и по высоте. И у меня получилось, что, к примеру, вы будете подстраивать все под себя, все расчеты под себя. У меня получилось, что 8 узоров мне нужно в самой широкой части данного изделия и 4 узора по низу. Вот я составила 8 узоров, вот от стрелочки до стрелочки, учитывая петли симметрии, я составила вот эту табличку. И вот здесь это низ. Далее я буду просто формировать нужную мне форму. Вот приблизительно таким образом. Здесь будет немножечко идти скос плеча. У меня просто не было миллиметровой бумаги, на ней было бы это все более четко видно. Но, в принципе, этого достаточно. Вот у меня идет скос плеча небольшой. Вот формирование формы идет. И вот будет мой манжет. Здесь немножечко углублю горловинку, чтобы было комфортно. И теперь я начинаю дальше разбирать по картинке
самого джемпера. Вот я вижу, что здесь вот эта ромашечка, она немножечко как бы смещена. Что я буду для этого делать? Вот я приблизительно обозначила центр моего изделия. И по моей схеме, получается, эта ромашечка будет находиться вот здесь. Это будет центр ромашки. Я его обозначу единичкой. Это будет рисовый узор. Единичка – это рисовый узор. Вокруг нее идут лицевая и платочная, лицевой и платочная вязка и шестиугольники, лепесточки. Лицевая гладь у меня будет, к примеру, двойка. Двойка – это лицевая гладь. И платочная – это тройка. Тройка. Платочная вязка. И вот я теперь размещаю через 1, 2, 3, 2, 3. Далее я беру за центр ромашки вот этот шестиугольник, троечка. И вокруг здесь будет идти 1 и 2 узоры. Вот здесь уже есть начало. И дальше пошла обозначать, какой где мне нужен узор. Здесь центр двоечка, значит 1 и 3 вокруг будет узоры. 1, 3. Здесь троечка, значит 1 и 2 узоры у меня будет. 2, 1. И вот так разрисовываю по этой системе полностью все свои шестиугольнички. Раппорт данного узора состоит из, сейчас одну секундочку, вот моя схемка, из 24 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Схему я прикреплю, чтобы вы смогли сделать скрин и вязать по этой схеме. Повторюсь, так как у меня не было миллиметровой бумаги, то свои расчеты я делала на обычном тетрадном листочке и просто взяла за основу то, что раппорт узора у меня составляет 3 клеточки в ширину и 2 клеточки в высоту. Если у вас миллиметровка, вам будет проще, вы сможете каждую клеточку обозначить петелькой. Но это не принципиально. Разрисовав этот узор, я провязываю образец. Свой образец я провязывала по вот этой схеме. Можете сразу по моей схеме провязать образец. Для образца достаточно 31 петельки. В моем случае с моей пряжей. Вот я обозначила линией, чтобы здесь были петли симметрии. Потому что узор 24 петли плюс 7 петель симметрии. Вот наш узор получается. Это немножечко не захватило, поэтому я дорисовала просто. Провязала я вот свой образец. И видите, здесь он не отпаренный, просто вот рабочая такая еще моделька, образец. И мы уже здесь видим, что формируется вот эта ромашечка. Вот моя рисовый ромб. Вокруг него идут ромбы лицевая, платочная, лицевая, платочная. Вокруг платочной, соответственно, идет лицевой, платочный, лицевой, платочный. И вот так будет у меня формироваться ромашка. Размещать все ромбы, петельки вы можете самостоятельно. Также вы можете увеличить или уменьшить размер ромба, соответственно, вашей пряжи. Но для этого, конечно, нужно провязывать образцы и смотреть, как будет лучше. У меня полушерстяная пряжа. В 100 граммах идет 300 метров. Образец я вязала на спицах 3,5. И вот для меня, у меня получилось максимально близкое расположение и соотношение ромбов к оригинальному жилету, фотографию которого вот я прикрепляла.
Как видите, узор совсем не сложный, все просто. Провязывать я в данном видео не буду, потому что думаю, что если вы на моем канале, лицевые и изнаночные петли, рисовый узор, вы знаете, как вязать. 2 вместе здесь по узору, давайте вот положу схемку и рядышком узор, насколько это можно увидеть. Смотрите, когда мы расширяем шестиугольник, здесь 2 вместе уходят по сторонам, по внешнему краю, а внутри идут накиды. Когда мы сужаем шестиугольник, здесь идет наоборот, внутри идет 2 вместе, по внешней стороне этого шестиугольника идут накиды. На схеме все это учтено и показано. И вот так вы сможете к весне себе очень быстро связать жилетку. Надеюсь, понятно и доступно смогла объяснить, и видео вам понравилось. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и удачных изделий. До встречи на канале.